Зловредная ведьма Зрада, которая кружит, не выпуская из поля зрения русофобов с постсоветского пространства, снова строит козни. На этот раз досталось литовцам, которые уже до евро интегрировались до продуктовых карточек. Когда сводный хор российских либералов исполняет нам арию об ужасах сталинизма, в ней нет-нет, да и прозвучит страшное для всех желудочно ориентированных оппозиционеров слово «карточки». Мол, клятый Сталин морил народ голодом, пока в ЦК КПСС все обжирались черной икрой, а потому ввел карточки. Естественно, они игнорируют факты о том, что в нормальных-то, по эльфийским представлениям, странах, в той же Британии, тоже были карточки, и их отменили лишь в 50-х годах минувшего века. На мясо, например, правительство Великобритании упразднило карточки лишь в 1954 году. А если брать другую землю обетованную, США, то карточная система раздачи продовольствия там вообще существует до сих пор, и по ней получают еду миллионы граждан. Она называется СНАП. По состоянию на конец 2017 года участниками СНАП были более 42 миллионов американцев, почти половина из них – дети. Это каждый 8-й житель страны. В 2017 году средняя субсидия каждого участника программы составила порядка $126. На одно домохозяйство приходилось $254. В целом федеральные власти выплатили американцам $63,7 миллиардов. Итоговая стоимость программы оценивается в 68 миллиардов. Но про американский тоталитаризм в виде обамизма и сменившего его трампизма никто ведь не верещит, стесняюсь заметить. Так вот, чудом не треснувшие от сытой жизни во время так называемой советской оккупации литовцы наконец-то решили сделать, как в благословенной Америке. Власти Литвы готовятся ввести продуктовые карточки. Премьер-министр республики пояснил это решение необходимостью стимулирования малого и среднего бизнеса. Предполагается, что карточки будут действовать на отдельные виды продуктов, причем только местного производства. Однако литовские чиновники не были бы литовскими чиновниками, если бы решили помочь согражданам бесплатно. Нет, это не в прибалтийском стиле, поэтому карточки будут продавать. По задумке правительства талоны будут продаваться в почтовых отделениях Литвы за 8 евро, после чего в специальных местах торговли владельцы купонов смогут купить на них продуктов на 10 евро. На такие талоны можно будет приобрести молоко, мясо, овощи и фрукты. 2 евро экономии на каждой карточке – это тоже деньги. На них, по данным на начало года, литовец смог бы купить килограмм куриных крыльев или 2 бутылки местного пива. В общем, дело, конечно, хорошее, нужное, но вот сама постановка вопроса, что некогда бывшая витрина Советского Союза Литва нуждается в поддержке местных производителей, а ее жители в продуктовых карточках, эта постановка как-то бьет по светлым идеалам евроинтеграции. Наверняка у ставших европейцами прибалтов возникают вопросы о том, стоило ли бежать от пресловутых ужасов оккупации, если на еду снова карточки, а инакомыслящих травят, как писательницу Руту Ванагайте, посмевшую заявить, что евреев в ходе гитлеровской оккупации аж бегом убивали литовские националисты, которые теперь герои. В общем, зрада кружит над телом упавшей в лужу европейских устремлений Прибалтийской республики, и улетать она никуда не собирается.